Всем привет, с вами Дэн, и на канале, конечно же, мощь от Citizen. Давайте откроем две коробочки и достанем оттуда модели из линейки ProMaster Land в подсегменте TUF. Citizen ProMaster TUF. И давайте сразу посмотрим, у нас две модельки, которые хочу вам показать для начала, что называется. Значит, смотрим. Давайте по характеристикам сразу пройдемся, расскажу, что за модель, а потом уже вдаримся в детали. Итак, значит, Citizen ProMaster TUF. И у нас модель синяя это 40 мм, модель зеленая это 41 мм. Вот в такой версии они вышли в середине 2021 года и в середине 2023 года вот в этой несколько обновленной версии. Но у них достаточно есть серьезные различия, потому что предыдущая версия была на 300 метров водозащиты, а версия 2023 года на 200 метров водозащиты. Одна из главных фишек здесь это то, что обе модели, естественно, имеют корпус монокок. А что такое монокок? Это когда у нас нет задней крышки. А значит, доступ к механизму идет через стекло. Но здесь можно не переживать, это механизм Eco-Drive, а значит, такой аккумулятор прослужит очень-очень долго, прежде чем вам потребуется какое-либо в него вмешательство. Но зато корпус монокок делает, конечно же, часы еще более защищенными, еще более неубиваемыми, ну хотя и куда еще больше, но... С точки зрения дизайна есть еще один неоспоримый, конечно же, плюс. Это то, что у вас получается абсолютно плоская задняя крышка, точнее ее отсутствие, то есть абсолютно плоский с задней стороны корпус. То есть здесь можно поиграть и высотой, и дизайном. Ну, плюс плоские часы на некоторых запястьях сидят просто-таки идеально. Вот, поэтому, раз мы уже говорим в плане обслуживания, здесь что-то такого прям серьезного нет, хотя многие переживают, да, когда монокок и механические часы. Но когда монокок и кварц, или даже тем более, когда монокок и солнечная зарядка, то, ну, тут вообще можно не переживать. Значит, механизм и там Е168 калибр, по водозащите сказал, сапфировое стекло и на одной, и на другой модели с внутренним антибликом. Кстати, эту линейку еще называют Citizen Ray, да? И что касается корпуса и браслета, ну, у нас одну версию сейчас пока показываю на ремешке, на Canvas страпе, да, а вторая версия на браслете. Здесь титан, супер титан, как его называет Citizen, а значит, он со специальным защитным покрытием. И, по крайней мере, на своей практике могу сказать, что, наверное, защитное покрытие Citizen лучше, чем у других японских конкурентов. Так что в плане царапин здесь можно не переживать. Ну и все остальные фишки титана, такая как легкость и определенный оттенок, здесь сохраняются. Корпус титановый, соответственно, и там, и браслет в случае вот этой модели тоже выполнен из титана. Что касается цен, то на официальном сайте Citizen, я посмотрел на британском, да, модель 40 мм стоит $450 примерно, и 550 обновленная версия 2023 года. Спасибо Ивану, который дал мне очередные часы для обзора, и сразу же несколько моделей могу вам показать, потому что здесь, ну, как вы понимаете, достаточно серьезненькие идут различия. Ну и, конечно же, я могу вам показать сразу несколько цветов. И вот давайте посмотрим в черной версии. Как раз здесь эти различия очень хорошо видны. Во-первых, конечно же, по корпусу. Да, если мы посмотрим, то здесь рант намного шире и сам циферблат намного меньше. И здесь они рант сделали чуть-чуть повыше, при этом он стал уже, усилили, увеличили сильно ушки. Плюс корпус стал более широким, да, и, как мне кажется, в этой версии, конечно же, часы гораздо более гармоничные. И это относится прежде всего к циферблату. Как видите, если мы посмотрим на предыдущую модель, то стрелки довольно-таки узкие, да. Хотя при этом эти стрелки все равно по длине соответствуют, например, палочке 1, да, где у нас на циферблате. Но тем не менее, да, здесь они сделали стрелки помощнее, больше похожи на стрелки в модели Orca. И сохранили вот эти вот самые метки. При этом метки здесь стали чуточку более объемными. Просто, видимо, слоев больше. А здесь они кажутся чуть более плоскими. Окошко даты сохранилось у отметки 3 часа. Защитные наплывы на головку здесь стали как бы ближе, да.
к самой головке вплотную, здесь они с определенным промежутком. Ну и секундная стрелка тоже достаточно серьезно сократилась, да, изменилась. Она здесь стала таким пиком наконечником, здесь по-другому она выглядит. Убрали надпись водозащиты, водозащита при этом, да, сократилась, было 300, стало 200, но в принципе на практике, в повседневной жизни это не так уж и важно. Ну и стекло, да, если мы так посмотрим, то стекло стало уже такое выпуклое, а здесь стекло плоское, просто где-то на 1 мм возвышается над корпусом. Плюс есть отверстие, да, и удобнее заменять браслет, поставить его, например, на ремешок. Сам браслет, как видите, тоже изменился. Здесь центральное звено было такое вот как бы еще с дополнительными полосочками, дополнительная отделка. Здесь уже это все убрали. Стало, может быть, в каком-то плане проще, но с другой стороны, может быть, нет излишних украшательств. И была маленькая такая толика здесь полировочки под рантом, теперь этой полировки нет. В этом плане некоторое упрощение. Ну и заводная головка, здесь все в принципе не изменилось. Что касается застежки, то на обеих версиях классическая для Citizen и вообще для японцев такая вот у нас на двойной фиксации. Тоже титан. Внутренняя часть литая, сверху штамповочка идет. Ну, в этом плане ничего не изменилось. Ну, и, собственно, мы, опять же, привыкли уже, что у Citizen большинство моделей именно вот такого плана. По референсам, смотрите, да, черная версия, вот такой референс у модели 2021 года, которая на миллиметр шире в диаметр, как я уже сказал. И модель 40 миллиметров 2021 года, вот такой вот референс. Ну и если хотите, сразу же давайте посмотрим зелененькую, потому что такой прям сочный, яркий циферблат. Здесь референс также на вашем экране. И версия на Canvas ремешочке вот такая. Сзади, как видите, как раз тот самый монокок, да, здесь абсолютно все плоское, и поэтому посадочка, у меня запястье 18,5, ну, здесь просто-таки шикарная. И с учетом того, что водозащита бомбическая и корпус такой неубиваемый, ну, в общем, подо все это эти часы подходят, они, конечно же, со спортивным уклоном, но, с другой стороны, они весьма и весьма сдержанные именно вот в своем дизайне. Да, давайте, кстати, и по размерчикам. Значит, по ранту у нас 38,5, по корпусу, конечно же, как я говорил, побольше 40, да. Высота здесь 11,8, от ушка до между ушками, точнее, да, по ремешку 20, и от ушка до ушка 46,7. И если мы посмотрим на вот эту вот более крупную модель, то здесь по ранту получаем 38,4, а вот по корпусу уже 41. И высота здесь прибавилась за счет того, что стекло выпуклое, 14. Ну и по браслету 22 уже. А что касается от ушка до ушка, здесь ушки помощнили намного больше, 46,6. И мое запястье 18,5. Сейчас покажу, что у нас в плане посадочки. Ну, более крупная, она прям визуально воспринимается крупнее. И, знаете, кажется, что здесь не миллиметр, а может быть даже чуть и побольше. Напишите в комментах, кстати, что вам нравится больше, версия 41 или версия 40. Они достаточно сильно похожи с одной стороны, с другой стороны различия достаточно существенны. Так, и давайте по весу. Значит, модель 41 мм на полном браслете 117 грамм практически. И модель 40 мм, опять же, на полном браслете 108 грамм. Не так и сильно, хотя всего лишь 1 мм, да, 10 грамм всего лишь. Объемные метки, мощнейшие стрелки и, может быть, не самое аккуратное окошко даты. Да, только не пишите мне про щели в браслете, это характерно для всех абсолютно японцев, не только для этой модели. Ну, а здесь, конечно, по-другому немножко сделана дата, то есть нет промежутка между краской и самим окошком. И поуже стрелки часовая и минутная.
Ну, что хочу сказать по итогам. Как мне кажется, модель очень даже такая с характером. Ее хорошо узнают, ее любят. Кстати, у нас в Telegram очень много постят. И мне нравится. Мне нравится, наверное, особенно в зеленом цвете. Здесь красивый, насыщенный очень оттенок. И, знаете, часы запоминающиеся. То есть ты видишь эти мощные стрелки, видишь эти мощные цифры. И это как будто бы такая сухопутная орка, если хотите. Но при этом, конечно, водозащита здесь бомбическая. Очень интересные характеристики. Интересно, что здесь монокок. Интересный такой брутальный, мощный дизайн. Даже версия, знаете, вот с более тонкими стрелками, она все равно достаточно интересна и гармонична. И эти часы выглядят абсолютно по-другому. Они вот, я бы сказал, вообще ни на что не похожи за счет того, что здесь очень такой распластанный и широкий безель. Ну и с точки зрения цены характеристик, здесь все-таки титан, да, здесь титан с защитой, здесь экодрайв. Хорошо проработанная модель с неплохим качеством исполнения и по корпусу, и по браслету, и по циферу. Ну и, знаете, такой неплохой вариант, потому что если мы говорим про именно вот такие неубиваемые модельки с лютыми характеристиками, если мы не хотим брать что-нибудь такое цифровое, типа G-Shock, то по большому счету у нас был Victorinox, Inex, да и, собственно, все. А Citizen вот несколько лет назад, у них эта линейка идет уже достаточно давно, но вот конкретно в этой итерации модель вышла, вот считаем, 2 года назад. И, как мне кажется, она занимает свое неплохое место, интересные часы, да, по большому счету, на повседнев. На этом у меня все, всем пока, с вами был Дэн, увидимся.